Всем привет! В этом видеоролике я покажу, как сделать брошь Оризема трехлистную. Для этого нам понадобится опаковая и прозрачная горячая эмаль. Тем, кто не работал с эмалью, я рекомендую посмотреть два видео на канале: перегородчатая эмаль часть 1 и часть 2. Ссылка на них в верхнем правом углу. Приступим. Берем шаблон, который приложен к ролику, и гнем проволоку по контуру. Берем заготовку, покрытую эмалью Thompson 1030 Foundation White. Наносим равномерно по всей заготовке тонкий слой эмали, так чтобы перегородки прикрепились к заготовке, но не сильно утонули в ней. Всегда имейте в виду, что по краям перегородок предыдущий слой всегда выше центра, и при полировке он может проявиться. Аккуратно выгибайте уже готовый рисунок по контуру, и если его не удастся положить на биндер, используйте медицинский клей BF6. Этот клей всегда используют во фьюзинге, и он полностью выгорает, не оставляя следов. Я рекомендую использовать для меди проволоку толщиной 1 мм, прокатанную через вальцы, до толщины 0,1 мм. Высоты вальцованной проволоки 0,8 мм часто не хватает. После того, как обжиг завершен, заготовку помещаем в лимонную кислоту. Один пакетик 20 грамм плюс 100 мл воды довести до кипения. Оставить заготовку в растворе на пару часов. После отбеливания промыть в большом количестве воды. Первый слой перед нанесением прозрачных эмалей — это флюс. У меня Thompson 2020 Clear for Silver. После флюса накладываем черную непрозрачную эмаль Thompson 1995. Вторым слоем начинаем накладывать прозрачные эмали. Я планировала использовать 4 оттенка, но мне хватило 3. Бессвинцовые Thompson 2220 светло-зеленый, 2330 зеленый и свинцовую красную японскую эмаль Ninamiya G709. Их можно использовать в разных ячейках.
Добавляем черные эмали на фон. После обжига, если вам лень или некогда заморачиваться на полировку, работу можно закончить и просто подточить края проволоки напильником или надфилем. Старайтесь не поцарапать эмаль. Если эмаль все-таки поцарапалась, не отчаивайтесь, посмотрите видео про полировку перегородчатой эмали и исправьте ошибки. Ссылка на это видео в правом верхнем углу. После того, как обточка закончена, берем заготовку для броши фирмы Zlatka. Приклеиваем наш кабошон на эпоксидный клей. Ждем 30 минут и загибаем края броши ювелирным давчиком. Стараемся разместить кабошон на заготовке ровно. В качестве опоры для броши я использовала твердый скульптурный пластилин, который легко купить в каждом большом супермаркете, в канцелярском отделе. После закрепления основы броши на кабошоне брошь готова. Отмываем ее и носим с удовольствием. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в открытое сообщество ВКонтакте.